Всем привет, с вами Олег Гегельский и это One Blood. В сегодняшнем выпуске все о походной еде. Смотрите нас до конца, мы разыграем много крутых и полезных подарков. Походное питание – это базовый элемент нахождения человека в дикой природе. Питание может быть самое разнообразное. Начнем с того, что если это речь идет о походе выходного дня, например, ПВД, как мы его называем, можно обойтись домашней едой. То есть, что такое домашняя еда? Это то, что в холодильнике. Взяли с собой там бутерброды, взяли там сыр, колбасу и так далее. На таком питании можно, скажем так, пережить сутки. Ну, может быть, двое. Но при определенных нагрузках на вторые, на третьи сутки этого уже будет не хватать. Почему? Потому что питание, ключевой момент, должно быть сбалансированным. То есть в организм постоянно должно поступать необходимое количество белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов. Это очень важно. Вот эти 5 элементов постоянно должны поступать в организм. Особенно если этот организм подвергается нагрузкам. А нахождение в дикой природе таковой нагрузкой и является, потому что у вас рюкзак, у вас какое-то количество километров, которые нужно пройти, и у вас есть какие-то задачи, которые нужно выполнить. Это может быть охота, это может быть рыбалка, это может быть трекинг, это может быть восхождение, да что угодно. То есть, грубо говоря, питаться нужно правильно и сбалансированно. С домашним питанием все понятно. В походном питании есть такой класс продуктов, который называется готовые походные блюда. Что они из себя представляют? Это может быть консервная банка, это может быть стеклянная банка, но самая удобная упаковка – это реторт-пакет. Мягкий реторт-пакет. Почему? Потому что он легче любой другой упаковки, и там внутри находится уже готовое блюдо, которое не нужно готовить. Его нужно только разогреть, и мы попозже немножко это сделаем. Это во-первых. Во-вторых, готовые блюда, чем они отличаются от всего, о чем мы еще будем говорить, они отличаются своими вкусовыми качествами. Готовое блюдо, то есть его просто нужно подогреть и съесть. Также вопрос походного питания можно легко решить при помощи сухпайка. Их существует великое множество, самые разнообразные вариации. Сухпайки, которые делает компания Spetspeed, нужно вскрывать аккуратно, и я сейчас объясню почему. Потому что вот этот пакет, он на зиплоке. Это пакет, который не пропускает воду. В этом пакете можно хранить вещи, в этом пакете можно солить рыбу, в этом пакете можно стирать вещи. То есть это очень полезный пакет. Это лайфхак. Практически все сухпайки выглядят примерно одинаково. Это некая упаковка, а внутри уже там находится картофельное пюре, арахис, каша овсяная, с утреца хорошо бывает, соус повидло, первое блюдо, второе блюдо, галеты, фруктовые палочки, сухое молоко, тонизирующий напиток, сгущенное молоко, еще 2 блюда, спички, сухое горючее. Это у нас что такое? Это у нас сыр плавленый, фасоль, шоколадная паста. Одним словом, очень много всего вкусного. Почему я акцентирую внимание именно на этом сухом пайке? Потому что это единственный в России сухпай вегетарианский. Это очень важно. Почему? Потому что когда в полевых условиях находишься достаточно долго, независимо от того, чем ты занимаешься и какой твой тип питания, естественно, если есть стационарная кухня, там все нормально, все в порядке. Но когда долго питаешься сухпайками, именно мясной пищей, рано или поздно в любом случае появятся проблемы с пищеварением. Поэтому я вот этот сухпай вегетарианский, он так и называется, сухпайок вегетарианский, индивидуальный рацион питания вегетарианский, я его рекомендую чередовать с остальными сухпаями. Допустим, там сутки, двое, трое, четверо питаешься, скажем, стандартными сухпаями, на 5-е и на 6-е сутки вегетарианский. То есть таким образом мы даем организму просто отдыхать от сухого пайка. Плюсы сухпайка. Он уже готовый сбалансированные жиры, углеводы, белки, витамины и минералы. Второй плюс – срок хранения большой. Третий плюс этого сухпайка – это высокая калорийность, которая составляет 4160 килокалорий. Минусы – это большой объем и вес,
который составляет, например, 2200 грамм вот этот конкретный сухпай. Следующий вариант решения походного питания – это походная продуктовая раскладка. Это достаточно сложный вопрос, которым занимается специальный человек, который обычно в группе выполняет функцию завхоз. Это составляется сбалансированная, опять же ключевое слово, сбалансированная раскладка, значит, по количеству приемов пищи в сутки, по количеству участников экспедиции, а также по продолжительности экспедиции. Но походная продуктовая раскладка – это целая наука, ну, точнее сказать, тема отдельного выпуска, и мы обязательно это сделаем. Следующий вариант решения походного питания – это питание на попутных ресурсах. Это то, что люблю я и очень часто практикую. Это когда выходишь в дикую природу на продолжительный срок, неделя, 2-3, но где-то на 1/3 только берешь с собой запас еды, то есть там сутки 2-3, максимум на неделю. Все остальное добываешь ружьем и спиннингом. Но это тоже, скажем так, достаточно сложная история. Почему? Потому что нужно спланировать маршрут таким образом, чтобы эти ресурсы имелись в наличии, чтобы их можно было добыть. Поэтому про нее мы также сделаем отдельный ролик. С домашней едой все понятно, с индивидуальными рационами питания, или еще они называются сухими пайками, тоже. Самым оптимальным вариантом, самым легким вариантом при длительных путешествиях, естественно, является сублимат. Сублиматы обладают следующими достоинствами. Они занимают малый объем и имеют малый вес. Но у них есть один небольшой, но все-таки недостаток. А сублиматы, они, ну не то чтобы безвкусные, но они не обладают хорошими вкусовыми качествами. Как же этого избежать? Вот близкие к сублиматам продукты, они называются продукты быстрого приготовления. Я сейчас покажу, как они выглядят. Вот мы сейчас вскроем один пакет и достанем оттуда, что у нас сегодня. Понедельник. Собственно говоря, понедельник день тяжелый. Так, здесь мы не наблюдаем таких готовых блюд, как, скажем, в сухом пайке, но мы здесь видим упаковки очень близкие к сублиматам. То есть это порошок, который разводится водой, и мы получаем готовый продукт. Вот здесь у нас борщ по-украински с мясом. Отлично. Вот сейчас мы его попробуем приготовить. Но для улучшения вкусовых качеств мы добавим туда немножко тушенки. Для того, чтобы осуществить задуманное, значит, у нас есть специальный прибор, который называется JetBoil. Это горелка, которая имеет очень хорошие характеристики, показатели по скорости кипячения воды, которая состоит из емкости с теплоприемником и отражателем и, собственно, горелки. Так, заливаем воду. Поджигаем горелку. Накрываем крышкой для более быстрого вскипания и ждем. Горелка JetBoil, чем она хороша? Тем, что ее можно подвесить на специальную подвесную систему, трос. И значит, ну, вообще она предназначена для подвески там на стенке, на каменной. Это для альпинистов специально сделанный прибор. Но я его очень часто использую каким образом? Я просто-напросто кипячу воду на ходу. То есть, если сюда поставить горелку, за вот эту петлю ее можно держать и, соответственно, на ходу кипятить воду. И когда вы останавливаетесь, у вас уже есть кипяченая вода, вы туда просто засыпаете продукт, немножко поварили, добавили необходимые ингредиенты, и вуаля, блюдо готово. И сейчас мы именно этим и занимаемся. Так, засыпаем практически сублимат, который по инструкции нужно проварить минут 10. В принципе, с сублиматами происходит то же самое. Сублиматы варить не нужно, но после того, как сублимат заливается горячей водой, ему нужно дать настояться минут 10-15. То есть, в принципе, что давать настаиваться, что варить, по времени занимает одинаково. Но в чем разница между сублиматом и тем блюдом, которое мы сейчас готовим, а я объясню.
что вам пока не скажут, что это был сублимированный борщ с мясом, вы этого не поймете. А вот то, что мы сейчас с вами делаем, это вообще-то конкретный борщ с мясом, домашний, вкусный, пахнет. Это я к чему? Что по времени получается одно и то же, а по вкусовым качествам то, что мы сейчас делаем, оно просто на порядок выше. Это практически домашняя еда. Так. Вот кто мне скажет, что это не борщ с мясом, я просто этого не пойму. Потому что это домашний борщ с мясом. Ой, хорошо. На рынке представлено очень большое количество готовых походных блюд, но мне очень нравится продукция Кранидов. Почему? Потому что она просто вкусная. И у них очень хороший ассортимент. И то, что они делают, мне просто очень нравится. Так, и вот у них появились новинки, которых я раньше не видел. Сейчас они к нам попали сюда впервые. Картофель в беконе, картофель фаршированный с мясом. Пожалуй, вот это я открою и посмотрю, что здесь внутри. Так, это у нас картофель в беконе с грибами. Ух ты! Вот это хорошо, пожалуй, пойдет под настойку. Угу. Точно. Хорошо. Отлично. Таким образом, комбинируя в разные варианты, мы можем в конце концов достичь и небольшого объема, и небольшого веса, и высоких вкусовых качеств. В этом выпуске мы очень много говорили о разных продуктах и часто вспоминали такую компанию, как Кранидов. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Павел Медведев. Здравствуй, Павел. Рад приветствовать. Да, спасибо большое, что выбрали время, доехали для того, чтобы выяснить некоторые вопросы. Вот на самом деле меня очень всегда интересовало, каким образом производители подбирают, допустим, ассортимент в продуктовой линейке. Потому что я конечный потребитель, вот я вижу, беру, пробую, отказываюсь или дальше использую продукт. Вот как вы заставляете меня его купить? Вот задам вопрос так. Хорошо. По поводу ассортимента, тогда, соответственно, так как мы достаточно компания молодая и, можно сказать, не так давно на рынке, то мы в первую очередь ориентируемся на самого большого потребителя у нас в стране, это на армию России. Соответственно, мы смотрели, прежде чем запустить тот или иной продукт, если он продуктовый закупаемой линейки, соответственно, вот этого потребителя. Соответственно, после этого мы уже подрабатывали какие-то блюда, которые нам казались интересными, то есть начиная как от тушеного мяса, там наша буженина, филе цыпленка и так далее. И также проводим сейчас в своей собственной группе ВКонтакте часто опросы, что люди хотят видеть у нас. Это мнение мы собираем. Конечно, не так быстро получается, к сожалению, запускать то, что люди хотят, но в процессе мы эти мнения видим, мы потихоньку работы проводим и со временем запускаем тот продукт, который люди хотят видеть. Я понял. Но я хотел бы задать вот несколько каверзных вопросов. Один из них звучит примерно так. Вот продукция, понятно, без ГМО, это я вижу, это здорово, это очень хорошо и правильно. Продукция достаточно длительного хранения, это мне очень нравится, там 1,5 года, 2 года, это просто супер. Вопрос, все-таки консервация
консерванты в какой-то форме присутствуют или исключительно без консервантов? Или какие-то технологии дают возможность там такое длительное хранение? Консерванты у нас используются исключительно для вкусовых характеристик, то есть это традиционная соль. Но никаких дополнительных консервантов для увеличения срока годности у нас не используется. То есть сроки годности достигаются путем стерилизации и, соответственно, температурной обработки, соответственно, продукта, который герметично уже упакован в нашу тару. Я понял. И такой еще, может быть, тоже немножко вопрос специфический. Скажите, пожалуйста, вот я, скажем, буженина, говядина, это просто, ну, аналогов пока я не встречал. Вот даже если говорить о белорусском продукте, о таком хваленом, который все знают, в принципе, не знаю даже, ну, я бы отдал предпочтение все-таки вашему продукту, с одной стороны. С другой стороны, скажите, пожалуйста, провалы были? Вот что-то вышло на рынок и мимо, то есть или никто не берет, или не пошло, или не то, и не так, и так далее. Ну, по правде сказать, первые 2 года нашей работы, в принципе, были провалом. То есть первые 2 года мы специализировались не на все-таки туристический рынок, мы пытались работать на традиционный ритейл, выпускали продукт так называемой рёшти, это традиционное швейцарское блюдо, и мы не попали в рынок. То есть не попали в рынок, не было спроса, не было стабильности качества, за которым мы очень боролись, но это у нас не получалось. То есть со временем мы отошли от этого продукта, ну, собственно, оценив то, что у нас это дело не получилось, просто поставили на нем крест и посмотрели на новые свои возможности, и поэтому вот такой, наверное, самый большой пока что у нас провал, который был, то есть, соответственно, мы его приняли, собственно, и от него оттолкнулись дальше, чтобы двигаться. Еще такой немаловажный вопрос. Как вы отбираете ингредиенты для ваших продуктов? Вот, есть какие-то критерии отбора? Да, конечно. Мы в первую очередь понимаем, для кого мы делаем этот продукт. Мы понимаем то, что нами пользуются не массовые потребители, нами пользуются люди, которые идут с нашей продукцией далеко в поход. Да, Соответственно, они ею будут питаться в течение длительного времени. Если мы будем делать продукт некачественный из некачественного сырья, то, соответственно, у людей будет копиться к нам негатив, который, собственно, не нужен нам, не нужен потребителю. Поэтому мы понимаем, что если чтобы делать качественно, нужно использовать качественные продукты. То есть по мясу-сырью мы по большей части используем импортное мясо, то есть это как в России не смогли найти достаточно стабильных поставщиков. И при этом по мясу-сырью мы еще, кроме того, что оно импортное, мы его еще дополнительно дорабатываем. То есть вручную у нас небольшое вручную получается производство, и получается на каждый пакет тушенки у нас стоит человек, который это мясо дорабатывает, и, соответственно, отрезает все, что там не должно появиться, и, ну, соответственно, оставляет все, что только там должно быть. А чем, собственно, где хромает вот наш производитель? Вот они что не дорабатывают конкретно, что? Ну вот исключительно по нашему опыту, то, что могу судить, стабильность поставок в том плане, что сырье отличается раз от раза, ну, собственно, на образцы ты получаешь одно мясо, если хочешь заказать партию, ты уже не уверен в том, что придет то же самое. То есть это как лотерея, и каждый раз в нее играть, и это и финансово неприятно, и в итоге, ну, это просто потеря. То есть заказал партию, приехало не то мясо, ты не можешь делать тот продукт, который от тебя ждут. То есть приходится браковать просто эту продукцию. То есть иностранный производитель пока что он гораздо более стабилен, и ты можешь быть уверен, что ты выпустишь тот продукт, который ты хочешь. Ну, я понял. Ну, по крайней мере, есть куда развиваться и нашему конечно, производителю. Такой вопрос. Сами едите? Если да, то что? Да, сам довольно часто ем, ну, относительно часто, то есть даже в домашних стационарных условиях. Ну, из моих любимчиков, наверное, это цыпленок по-мексикански и солянка, то есть это именно как вот, ну, не отдельное мясо, а вот именно как вот на обед себе взять, вот так и покушать спокойно. Но если куда-то выбираюсь, то, конечно, мясо, это вот, мне больше филе цыпленка нравится и буженина, то есть, и, собственно, производство. Ну, вот коллегам моим, там, например, свинина больше нравится. То есть, ну, это все субъективно, конечно, дело. Но вот так иначе мы собираем отзывы от всех людей, когда нам пишут там ВКонтакте или еще куда-то, мы эти все отзывы собираем, видим, передаем технологу, обсуждаем, дорабатываем, так что, ну, то есть у всех свое мнение, но вот мы стараемся угодить всем. Да, я понял. Мне вот что, честно говоря, очень импонирует вот в вашей продукции, что у вас постоянно появляются какие-то новинки. Это всегда вот как-то так бодрит, привлекает и так далее. В ближайшее время, вот я сейчас, например, вот я впервые вот здесь вот в студии вижу вот эти два продукта, и я их продегустирую обязательно и неоднократно, и в походных условиях.
Значит, а вопрос такой, что в перспективе, вот в ближайшее время вы хотели бы или уже что-то пошло на испытание, нельзя, наверное, так назвать? Ну, опытная проработка, так сказать, да, у нас есть понимание все-таки, опять-таки, нашего клиента, что люди пока что нами пользуются больше в походах выходного дня или в водном туризме. Но, собственно, так как мы развиваемся и свой бренд в этом направлении, то нам логично было бы запускать собственную линейку сублимации. В этом направлении мы определенные шаги делаем. Конечно, эти шаги очень маленькие для того, чтобы полноценно сказать, что у нас скоро будет линейка выпущена. Но так или иначе мы видим для себя перспективу в этом направлении и надеемся, что к новому сезону мы сможем запустить как минимум сублимацию, а то, может быть, еще и пайки свои собственные сублимации. Я первый в очереди на тестирование, потому что на самом деле сублиматы очень востребованы, очень часто нужны, а их не так-то много. Вот. Но я уже немножко знаком с вашей продукцией, поэтому, если что, только стараться, собственно. Еще вот, как ни странно, несмотря на то, что, да, действительно, я очень много общаюсь и с ребятами в камуфляже, и с такими суровыми парнями, которые там живут в лесу долго и много и долго, вот, но очень часто также задается такой вопрос: а как насчет вегетарианских блюд? Очень часто интересуются люди. Нам на самом деле тоже очень часто и пишут, люди спрашивают, что можно использовать, соответственно, как вегетарианские позиции. У нас пока что, к сожалению, таких вариантов нету, но так как рынок просит, люди спрашивают. У нас есть в разработке порядка 3 наименований, которые мы планируем также обязательно к новому сезону, то есть 2020 года запустить, то есть чтобы они у нас были. Очень хорошо. Потому что на самом деле вегетарианские блюда, и я уже об этом сегодня говорил, вегетарианские блюда, они чем хороши. Я почему топлю там 4 лапами и хвостом за вегетарианские блюда? Потому что когда долго находишься в полях, и постоянно сухпаи, полевая кухня сухпаи, естественно, рано или поздно организм начинает сбоить. Да? И вот как раз на вегетарианских блюдах организм очень хорошо отдыхает. Поэтому я вот, если появятся вегетарианские блюда, я просто буду несказанно счастлив, а мои курсанты, думаю, не меньше меня. Павел, спасибо огромное, что нашли время повидаться. Было очень интересно, содержательно. Надеюсь, что новинки долго ждать не придется. Ну и ваша продукция всегда со мной в моем рюкзаке. Взаимно. Всего хорошего, большое. удачи. А сейчас, как я и обещал в начале нашего выпуска, розыгрыш. Итак, что у нас сегодня за призы? Аварийный и повседневный сухпай от компании Спецпит, супертеплый шарф, который пригодится любому походнику, ложка титановая, складывающаяся, компактная, такая же, как у меня, я сегодня ею очень много работал, все видели, фляжка для хранения понятно какого продукта, нож Мора, который не нуждается в представлении, потому что любой человек, который ходит с рюкзаком, наверное, знает, что это такое, комплект посуды из анодированного алюминия, налобный фонарь, в который я один раз батареи вставил и забыл, когда я их туда ставил. Индивидуальный пакет перевязочный. И мясо, которого, как известно, никогда много не бывает. Это тушенка свиная, тушенка говяжья, филе цыпленка, ну и любимая моя буженина, которая очень хорошо идет под настойку. Чтобы выиграть все, что я перечислил, нужно сделать следующее. Подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и в комментарии ответить на вопрос, какое блюдо вы чаще всего готовите в походных условиях. Победителя выберем рандомно. С вами, как всегда, был Олег Гегельский и мой канал One Blood. Встретимся на тропах.